Всем привет, вы на канале Своими руками, с вами Макс Захаров. Сегодня у нас мифы о фундаменте. Очень часто и очень много сейчас началось баталий в интернете, я вижу, когда люди многие доказывают, что фундамент можно сделать без арматуры, тем самым сэкономить очень хорошую сумму денег. И разберем еще несколько самых распространенных слухов по поводу фундамента. Миф первый. Нужна ли все-таки арматура? Сейчас очень часто и много пишут и говорят, чтобы сэкономить, фундамент это камень, если правильно замесить бетон, марочную прочность повысить, то арматура в фундаменте не нужна. Ссылаются на различные там виды и типы фундаментов, что типа так строили раньше, это можно и делать сейчас так можно. Наш же канал предназначен для самостройщиков, которые люди делают сами своими руками все, который пошел к дяде Васе, который живет слева. Тот недавно баню строил, у него спросил, какой он там фундамент нарыл, накопал, вроде ничего, нормально. Потом сходил к дяде Пете справа, тот какую-то сараюшку делал, опять у него проконсультировался, на какую глубину он закопал, что он там налил. Исходя из этих всех точных технологических расчетов, мы начинаем, соответственно, делать у себя фундамент. Правильно? Правильно. Вот так вот у нас все происходит, у нас у колхозников. Соответственно, говорить о фундаменте без арматуры, это равносильно езде на красный свет. Сегодня я на красный свет проехал, не было гаишников, не было видеокамер, видеофиксации, не было никаких машин со второстепенной дороги. Мне повезло, я проскочил, но это не значит, что завтра я на красный свет также удачно могу пролететь. Завтра могут стоять гаишники, выписать мне штраф, или же КАМАЗ с соседней полосы переедет через меня. Принцип такой же. Да, фундаменты есть, которые можно рассчитать без арматуры, но без четких, точных расчетов делать наобум это я не рекомендую. Основание грунта должно быть стабильным, фундамент должен быть ниже глубины промерзания. Тогда, да, фундамент, он будет, возможно, все хорошо, но опять же нужны технические все расчеты четкие. Вторая ошибка. А как же ФБС-блоки делают же все там, никто ничего там, арматуру, их же не армируется, она же вообще как из кубиков собирается, и вы типа ерунду говорите. Это опять ошибочное мнение, так как эти блоки делаются также на прочное основание, идет расчет, все это строится по проекту, инженеры все это рассчитывают. И одно из условий, они закладываются ниже глубины промерзания на прочное основание. Второй момент, в основном это в многоэтажках, там формируется подвал, и подвал в основном во всех этих домах он теплый. Теплый подвал это еще большой залог к здоровью фундамента. Теплый подвал, монолит, он имеет положительную температуру, и грунт вокруг монолита, он не может промерзнуть до критической температуры, чтобы воздействовать на фундамент каким-то там пучением или разрушением. Это одни из нескольких правил. Люди, путаясь, потом думают, там же строят аж пятиэтажки целые на ФБС, и они стоят, а мы тут что дом-то? А построили холодный фундамент, да еще ниже глубины промерзания. Не надо путать. Каждому виду, каждое свое строение. Также делают, часто вы видите гаражи. Да, гаражи, такое строение, оно халатное, и все люди даже строят, да, пофиг, ну, все, кто самостройщики, ну, как-то что-то сделали. Часто они дают трещины, на это никто внимания не обращает, потому что это не жилой гараж, не надо сравнивать его с домом. Ошибка следующая. Заменить арматуру микрофиброй сейчас. Микрофибры накидаем в бетон, и все, будет все хорошо. На самом деле, но микрофибра работает локально, местами. Поверхностный слой может держать, чтобы он не отшелушивался. Она никак не может быть на всей ленте, на монолите конструктив держать. На ленте работают только длинные связи. Это арматура с одного края ленты, допустим, до другого. Цельная арматура или с правильной перевязкой. Тогда она может удерживать ленту. Вот опять же я мошенническим путем украл пластилин у своего сына, чтобы очередной раз показать, как работает арматура наглядно. Представим, что это у нас лента, вот это две нитки арматуры. Так как мы знаем, ленту армируют две нитки арматуры сверху, две нитки снизу. Это минимальный конструктив для армирования. Две сверху, две снизу, это минимум. Получается 4 нити в ленте должно быть, это минимально. Больше может быть 6, 8 и далее, там от тех условий. Что получается? Мы заложили арматуру, вот так красивее будет лента, вот из двух частей. Арматура у нас сверху, нити и снизу идут. Я по одной сделал. Зубочистка это у нас арматура, кто не знал.
Тут у нас искусственно трещина. Два кусочка я не соединил. Если у нас будет угол у здания проседать, соответственно, лента будет стремиться вниз наклониться. Что мы видим? Верхнюю у нас арматуру вытягивает из ленты. Верхнюю арматуру ее стремится вытянуть. Так вот, арматура почему и всегда идет с насечками. Нельзя круглые прутики использовать в качестве арматуры. Только армирование с насечками. Арматура должна быть с насечками. Она в бетоне захватывается. И если, допустим, будет предрасположенность просадки угла, лента пойдет вниз. Вот это верхние два прутка арматуры, они натянутся, они не дадут изогнуться монолитной ленты. Тем самым предотвратят вот этой трещины. Если уже какое-то пучение угол будет поднимать морозным пучением или просядет середина, также будет у нас уже работать только нижние ряды. Низ, видите, вытягивается. Начинают вытягивать нижние ряды арматуры. Также нижние ряды арматуры натянутся и не дадут изогнуть ленту. Тем самым предостерегут от трещинообразования. Железобетон, который используется для возведения фундамента, он называется железобетон. В нем железо, это арматура, и бетон. Бетон у нас прочный, на сжатие камень он не сжимается, но на растяжение, на какой-то сдвиг он хрупкий, трескается. И чтобы его не растянуло и не лопнуло, для этого закладываются связи вот эти в виде арматуры. Они будут держать ленту и не дадут ни сломаться, ни лопнуть, ни загнуться ленте, грубо говоря. Миф следующий. Когда мы заливаем бетон, самоместный бетон, допустим, или привозной бетон в опалубку, многие считают, что вибратор не нужен, можно прошамполить и все, нафиг этот вибратор. Это просто опять менеджеры разводят на бабки, чтобы покупали вот эти вибраторы или брали в аренду. Опять на нас зарабатывают денежки. В общем-то, без вибратора обойтись, если и можно, скажу более, мы в некоторых случаях обходимся, бывают такие ситуации на небольших объектах, но нужно шамполить, брать кусок арматуры и шамполить как сумасшедшему, с высокой скоростью и четко, точно нужно все свободные пустоты, все прошамполить. Но вибратор все равно же ничего не заменит. Что такое вибратор? Когда мы месим бетон, он насыщается мелкими пузырьками воздуха. Весь бетон, они невидимые. И если мы задали марочную прочность при замесе, допустим, 250 какую-нибудь, и залили, не провибрировав, то смеси-то мы заложили, цемент, то пропорции смеси-то мы заложили на 250-ю марочную прочность, но так как мы не провибрировали, он не сможет набрать эту 250-ю марочную прочность, она будет какая-нибудь 220-я, скажем. Так как в бетоне очень большое содержание мелких пузырей. Мелкие пузырики – это как шоколад Виспа, он рыхлый становится бетон. Соответственно, марочная прочность теряется у него только из-за того, что мы его не провибрировали. Миф следующий. Нужно сушить фундамент. Люди заливают фундамент, опалубку, закрывают. На следующий день некоторые даже приходят, на улице тепло, солнышко хорошо, быстрее нужно разобрать опалубку, чтобы он быстрее высох. Лето же у нас короткое, надо быстрее строить, некогда ждать, разбирают, быстрее торопятся опалубку, полиэтилен здесь все снимают, все открывают, чтобы он начал сохнуть. И да, на первый взгляд фундамент у нас сохнет, мы даже визуально видим, ветерочек, солнышко, он начинает светлеть, сереть такой, серый цвет, естественный, преображается, и получается на первый вид вроде фундамент все высыхает, это классно и красиво. На самом деле люди тем самым совершают одну большую ошибку. Марочная прочность набирается, строительная марочная прочность у бетона набирается за 28 суток. Залили, через 28 суток 100% строительная марочная прочность. Бетон и еще потом многие месяца набирают по чуть-чуть прочность. С чем это связано? Цемент в влажной среде, когда влага в цемент попадает, он начинает расти, образует кристалл. Этот кристалл, он в виде ежиков. И 28 суток во влажной среде цемент, вот этот кристалл прорастает активно. Потом рост прекращается практически. И он растет, и вот эти связи на молекулярном уровне, они друг в дружку врастаются, как ежики. За счет этого получается сцепление очень прочная, крепкая. Вот это и называется 100% марочная прочность, которая была заявлена в пропорциях. Если же мы
первые же сутки начинаем сушить, у нас влага из бетона уходит, и вот эти вот кристаллы, они просто не успевают вырасти. То есть марочную прочность, там, скажем, 250, она просто не достиглась. Может остаться на 120. Да, бетон высох, он стал сухой, на вид вроде прочный, но марочная прочность у него слабенькая. И это потом скажется в первые же года жизни фундамента. Он начинает разрушаться. В центре фундамента, да, скорее всего, он достигнет, потому что влага из бетона, там, из центра не успеет быстро уйти, он будет там расти, набирать марочную прочность, но верхние слои обветрятся, высохнут, по-русски выразиться, и они начнут потом в ближайшее время крошиться. Это называется пересушили бетон. Нам нужно максимально 28 суток бетон держать во влажной среде. Хотя бы первые 7, когда идет активный набор первой там, марочной прочности, там, за первые двое суток там, процентов 60 набирает бетон своей марочной прочности. Это еще там, зависит от температуры воздуха, окружающей среды на данный момент и влажности. Поэтому сушить фундамент нельзя. Миф следующий. Когда залили фундамент, некоторые считают до сих пор, что нужно фундаменту выстояться, отстояться, и его оставляют на 1 год, чтобы год он устоялся, только после этого нужно строить дом. Это уже самый, наверное, далекий миф, но еще он все равно присутствует у людей. Фундамент не должен отстаиваться. Мы только что сказали, 28 суток это строительная норма, 100%, чтобы он набрал марочную прочность. Все. 28 суток, через 28 суток ваш фундамент готов выдержать всю конструкцию, которая для него рассчитана. Все здание со всеми там, пиковыми нагрузками, там, со снежным покровом, там, с помещением, со всеми с шифонерами, со шкафами, с отоплением, с гостями, все, что там положено было, заложено. Всю вот эту нагрузку он уже способен выдерживать через 28 суток. Соответственно, максимум ждем месяц и начинаем его строить. Но минимум, еще есть такой момент, люди торопятся, действительно у нас сезон строительный очень короткий, чтобы успеть построить, делаем фундамент, на 2-й, на 3-й сутки вроде бы как уже можно что-то с ним шевелиться, делать, но я же все-таки рекомендую подождать неделю, 7 дней хотя бы, пусть он будет упакованный, чтобы за 7 дней он максимально набрал марочную прочность. Потом аккуратно его уже разбираем, и через 7 дней уже можно начинать с ним дальнейшее телодвижение различное, начинать возводить. Вы же не сможете через 7 дней приехать краном, раз поставить сразу все здание вместе с мебелью, все полностью нагрузить, грубо говоря, наш фундамент всей нагрузкой, которая должна быть. Нет, вы будете строить постепенно. Соответственно, через там, недельку начали первый ряд отстреливать, пока отстреляли его, выложили, положили, он остался сохнуть, первый ряд должен высохнуть, к примеру, да. Еще день у нас добавился, уже 8 суток фундамент, на следующий день пришли, там еще какие-то работы, еще начали что-то делать быстро, потому что не получится все скидать там за 2-3 дня. Вы будете постепенно нагружать фундамент, тем самым, а он будет за это время успевать марочную прочность наперед набирать, то есть вы никак ему не повредите. И когда к финишу вы придете, чтобы там уже здание скидано, фундамент уже будет в 100% своей прочности, и он будет готов нести все эти нагрузки без проблем. Миф следующий. Многие считают сейчас на утеплении, действительно все уже помешались, там, все утеплять, согласны везде, где надо и не надо. И многие считают до сих пор, что а почему фундамент не утеплен? Много раз мне задают там по каким-то объектам. А вы почему фундамент не утеплили? Утепление фундамента это не обязательно какой-то технологический процесс. Утепление фундамента нужно, когда оно нужно. И не нужно, когда оно не нужно. Всему, как говорится, свое применение. Если у вас фундамент с подвалом, подвал тем более будет отапливаться, конечно, такой фундамент нужно утеплять. Если у вас фундамент мелко заглубленный, выше глубины промерзания, чтобы на него никаких давлений не было, такой фундамент, конечно, нужно утеплять. Если же у вас фундамент просто был в траншею залит, ниже глубины промерзания, у вас нет никакого подвального помещения, просто грунтом все засыпали, такой фундамент смысла утеплять нет. Утеплять можно, хуже не будет, он ниже глубины промерзания, на него силы пучения не действуют, обратная засыпка, с двух сторон грунт, на него ничего не давит. Допустим, фундамент у вас и идут полы по грунту, чтобы да, отсечку делать, тоже фундамент нужно утеплять. Поэтому какие-то типы фундаментов при каком-то строительстве нужно утеплять обязательно, какие-то не обязательно. Утеплить можно, но можно и не утеплять. И такой вот нету 100%, там какой-то, вот все утеплять надо, фундамент это обязательно. Да нет,
не обязательно, ребята. Нужно знать, где что делать. Ну вот такой ролик получился. Если понравилось, обязательно лайкусиков наставьте. Лайки, они показывают ваше отношение к видосам. Если ваши видосы нравятся, буду снимать все больше и больше видео. Лайки, как получаться, как шкала, эталон какой-то. Пишите обязательно комментарии, пишите вопросы, что-то задавайте. По мере возможности я на вопросы стараюсь отвечать. Говорю сразу, отвечать на все вопросы уже нет возможности, но на какие-то я все-таки все равно отвечаю, сижу. Поэтому старайтесь строить хорошо, а плохо получается само.